Немножко расскажу внутреннюю кухню на Украине. Зеленскому показывали рейтинги, и он неоднократно их ретранслировал в своих публичных выступлениях о том, что у него там чуть ли не 70-80% поддержки населения. Люди голосуют за продолжение войны, люди голосуют за поддержку действующей власти. И никто не показывал ему цифру, когда чрезвычайно важную, сколько людей отказалось отвечать на вопрос. Это доходило до 80%. Люди боятся говорить правду. И был такой вице-премьер, который вхож был в его дом. Да, все вот эти цифры ему показывал Ермак. Андрей Ермак, глава администрации, против которого сейчас вышло целый ряд статей зарубежных СМИ, обвиняющих его. И, как мне говорят друзья из Киева, Чернышов был вхож в семью, проводил время, встречался с супругой Зеленского, проводил вместе с ними досуг и показал реальные цифры. Те цифры, которые он показал Зеленскому, это не более 20% поддержки. Для него это был шок, просто холодный душ. И, в общем-то, как говорят, дальнейшие проблемы, которые возникли у Чернышова, они как раз обусловлены тем, что Ермак убрал человека, который помимо него доносил до Зеленского информацию. Поэтому, да, действительно, как может быть 80% поддержка у Зеленского, если люди прячутся от ТЦК, если оборудуют в частном секторе подвалы, куда прячут мужчин? Есть две версии того, по заявлениям таких жестким Трампа. С одной стороны, мы знаем, что Грэм, сенатор, республиканец в Конгрессе Соединенных Штатов, собрал достаточное количество голосов для того, чтобы проголосовать якобы и без желания Трампа законопроект о введении чудовищных санкций против Российской Федерации. И больше того, я смотрел вероятности, какие выставляют американские аналитики. Они считают, что если даже Трамп наложит вето, то 60% вероятности, что этих голосов хватит для того, чтобы преодолеть это вето. Поэтому может быть две причины того, что Трамп поменял риторику. Первое, он действительно собирается начинать конфронтацию с Российской Федерацией. И вторая — это то, что, видя, что он не может сдержать голосование законопроекта, он как бы делает вид, что, в общем-то, он и не против. Он уже заявил о том, что законопроект будет проголосован, но при этом сказал, что, и это правда, в законопроект внесли кардинальные изменения. Если раньше законопроект обязывал президента Соединенных Штатов ввести санкции, то сейчас это право Трампа. То есть Трамп получит в руки большую дубину. И он мог сделать такие достаточно жесткие заявления в сторону Российской Федерации, как бы для того, чтобы показать, а я и не против. Это меня не через колено, это, в общем-то, я так и считаю, все правильно, я поддерживаю и так далее, и так далее. Деньги выделены, оружейные компании их получили, оружие производятся, но накладные на отгрузку должна подписывать уже действующая администрация. И тут министр обороны может отгрузить, может не отгрузить. Мы знаем, что министр обороны Соединенных Штатов неоднократно высказывался в том, что он против поставок оружия на Украину. Больше того, несколько раз он уже собственноручно останавливал поставки. Вот, если помните, такой был большой скандал после вот такого скандала в Белом доме,
когда Соединенные Штаты остановили, там чуть ли не самолеты разворачивались в воздухе, и у нас большинство поставок идет через Польшу, и чуть ли не назад начинали грузить оружие уже отгруженное, но потом все-таки Трамп принял решение, и поставки продолжились. Великобритания, Германия, Франция упросили Трампа, чтобы продолжились поставки, чтобы он встретился с Зеленским. Поэтому ситуация с поставками вооружения вот такая. Вернее, обвинения в применении химическим оружием обсуждаются Соединенными Штатами, и это крайне мне не нравится. Да, действительно. Это очень серьезное обвинение. Я хочу сказать, что Россию обвиняли еще при Байдене в применении химического оружия. Правда, потом не предоставили ни доказательств, ничего, и по-другому быть не могло. Обвиняли Ирак, обвиняли Судан, и каждый раз это служило каким-то поводом для каких-то агрессивных действий в Соединенных Штатах. Ни разу эти обвинения за собой потом не были, ничего не подтвердилось. Я хочу напомнить, что при Трампе обвинили Сирию, Башара Асада, и тоже были обстрелы.